Ребята, всем огромный привет! Добро пожаловать на канал Big Trip Vlog. Мы находимся в столице Омана, город Маскат. И сегодня мы с вами посмотрим самые красивые достопримечательности этого города и всей страны. Мы приехали из Катара в Оман и сразу же заехали в отель, который называется Мовенпик. Это роскошный пятизвездочный отель, один из лучших, которые есть в городе Маскат, столице Омана. Проходим на ресепшн. Здесь очень вежливые менеджеры, которые готовы ответить на все интересующие вопросы. Нас очень быстро заселили и объяснили, что здесь находится на территории. Кстати, еще один интересный факт. Здесь есть два входа-выхода. Если выйти с другой стороны, то есть небольшая терраса, лаунж-зона, где можно выйти, подышать свежим воздухом. Но особенно это актуально в вечернее время, когда не так жарко, как днем. При входе в отель есть арабский кофе, который можно наливать в течение дня и наслаждаться. И также вазочка с финиками. Большой ресторан, где есть завтраки, обеды, ужины. Мы взяли себе номера вместе с завтраками. Отель награжден множеством наград. Повсюду здесь приятные запахи. Также есть комната для встреч, где сейчас мужчина проводит свою деловую встречу, а мы с вами поедем дальше. Здесь есть спа, фитнес и бассейн. Поднимаемся. И здесь видим бассейн с большим количеством отдыхающих. Также здесь есть бар, можно взять себе коктейли, даже алкогольные, что практически не встретишь в Омане. Также можно заказать себе кофе. И где-то большой бассейн, джакузи. Но на самом деле, ребят, бассейн прям топовый, потому что здесь открываются красивые виды на степные горы. Очень много лежаков. В спа можно заказать различные массажи на 60, на 90 минут по стоимости, начиная от 36 реал. Кстати, вот тут вот есть даже подешевле, за 22 реала 30 минут. И вот здесь еще различный вид, поэтому вы можете остановить и выбрать то, что вам нравится. Сейчас проходим дальше, после спа. Пообщалась с девушкой, она родом из Латвии, поэтому так похоже на русскую. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Множество тренажеров, там даже есть занимающиеся европейцы. И открывается вид. Ой, какие чистые стекла. Это не часто встретишь в таких странах, потому что здесь постоянно дует песок, и на стеклах все остается. Вид, конечно, очень красивый на все эти вот белые безупречные домики и на чистоту этой страны. Также здесь есть кафе, которое называется «Смотровая башня». Здесь даже можно выпить вино. Ну что ж, ребята, здесь прям так атмосферно, красиво, современно. Есть обзорная площадка, как и обещано. Не просто же это смотровая башня, а отсюда открываются великолепные виды.
Сейчас приехала на 5-й этаж. У меня срочный звонок по работе, поэтому обзор комнаты вам проведет Кирилл. Сейчас я вам покажу наш прекрасный номер, который располагается на 5-м этаже, а у Али точно такой же номер, только на 4-м этаже. При входе в комнату сразу видим большое пространство. Здесь кровать размера king size, а также очень красивое панно. Панно в арабском стиле, различные кувшины. Также есть небольшой столик с чайным набором. Здесь чай, здесь кофе, сахар. Есть даже небольшая кофемашина, чайник, бокальчики. А чуть ниже у нас холодильник. Тут же располагается шкаф для вещей. Огромный. Здесь полочки. Здесь вешалки. Также есть гладильная доска, утюг, тапочки. И еще одна створка, где есть халат, есть сейф, весы. Также не забываем, что мы в арабской стране, поэтому здесь же мы видим священную книгу Коран. Также можем окинуть взором противоположное от кровати пространство. Здесь мы видим плазму. Также есть зеркало, лампа, макарунцы и другие десерты. И газированная вода в качестве комплимента от отеля. Еще мы видим красивое решение в виде плетеного кресла с подушками, небольшой столик, диван, лампа, ну и панорамные окна в пол, с которых открывается вид на город. Также во всех номерах, естественно, присутствуют кондиционеры. Можно выставить любую температуру. Комната очень просторная и светлая. Пришло время заглянуть в ванную. Она также внушительных размеров. Мы здесь видим полноценную ванную, халатик, полотенце, 2 раковины, зеркало отдельное, также специальные средства. Мыло, боди-лосьон, плюс к этому наборы зубные. И также отдельно мы видим здесь унитаз и душевая с тропическим душем. Вот такой получился обзор нашего двухместного номера. Завтраки в отеле Movenpick — это настоящее роскошество. Посмотрите, сколько здесь различной выпечки. Сырный круассан, заатар круассан с такими местными специями, кардамон ролл, также выпечка с фруктами, пончики сахарные, кексы различные тоже, смотрите, и английские, и немецкие, круассан с шоколадом и классический. Здесь готовят оладьи и вафли, в которые можно также добавить джемы, арахисовую пасту, хлебная станция. Прямо свежеиспеченный хлебушек, который нарезаешь. К нему есть масло, также есть лепешки, хлеб для тостов. Ой, какая красота! Хумусы различных видов со свеклой, также есть с перчиком, баклажановый паштет, который называется папа гануш. Также здесь есть различные салаты, оливки. Вот смотрите, даже есть, посмотрите, даже есть салат с арбузом и сыром. Здесь можно сделать себе мюсли, либо хлопья. Несколько видов молока, соевое, миндальное, обычное. Здесь у нас хлопья тоже. Есть и кукурузные, и пшеничные, и шоколадные. Снова джемы, арахисовое масло. Ну и всякие добавки также можно сделать себе в хлопья в виде орешков, изюма, сухофруктов и, конечно же, фиников. Давайте посмотрим, что у нас есть из горячих блюд. Это индийское блюдо, ну и арабское также. Картошка тушеная с горошком. Здесь у нас говяжий бекон, говяжьи сосиски, скрэмбл яйца, жареный рис с овощами. Горячее блюдо у нас есть еще здесь. Тушеная фасоль. Это местный такой рис, он похож на лапшу.
Снова фасоль только красная. Здесь у нас вареные яйца и курочка в сливочном соусе. Да, это необычно, что здесь в столовой стоит огромный автомобиль. Подходим к нему с правой стороны и видим, что здесь напитки. Есть яблочный сок, есть водичка с лимоном настоявшаяся, либо апельсиновый сок. С другой стороны машины видим фрукты. Дыня, арбуз, ананас, яблочки, апельсины. Конечно же, здесь есть не только соки, но еще чай. Либо можно налить себе горячего черного кофе и добавить молоко. Здесь мы видим мясную нарезку, говяжью мортаделлу, соленые огурчики, копченый лосось, турецкая ветчина, куриная мортаделла, соусы. Здесь йогурты, клубничный, обычный. И также есть сыры. Это вот мой любимый с горгонзолой. Обнаруживаю еще одну станцию. Здесь можно взять горяченький хэш-браун, либо местное блюдо самбусек. Так, можно заказать себе яйца, good morning. Омлет, жареные яйца, либо яйца пашот. Okay, morning, Mr. Said. Nice to meet you. Is our best. Good morning to my colleague. За нами приехал водитель, наш гид. И начинается наш сити-тур по столице Омана. А прогулку по одному из самых живописных прибрежных городов Ближнего Востока мы проведем с нашим гидом. So I'm from India. My name is Charan, and I'm here last 15 years. I'm working here as a tour guide, and I just handle my companies, like my colleagues and my management part. And yeah, it's good. I'm happy here to live. Last 15 years I'm here and feeling very, very nice. If you go outside the city, you will find many things, villages, mountains, deserts, coastal line, the white sand beaches. It's really very wonderful. Oman is a beauty. Первая точка, куда мы приехали, будет действующая, самая большая, почитаемая мечеть Маската, столицы Омана. Это мечеть султана Кабуса. Эта мечеть является третьей по величине мечетью в мире. Чтобы попасть внутрь, помимо дресс-кода, который нужно обязательно соблюдать, нужно также еще учитывать время, потому что туристам сюда вход возможен только в утренние часы с 8 до 11 часов каждый день, кроме пятниц. Сам комплекс может в себя вместить до 20 тысяч верующих, а главный молитвенный зал, в котором мы находимся, до 6,5 тысяч человек. В интерьере мечети мы можем видеть гигантский персидский ковер весом 21 тонну, а также несколько десятков люстр. Сейчас мы находимся в молитвенном зале для женщин. Он намного проще прошлого зала, в котором мы были. Строительство мечети было закончено в 2001 году. И ее площадь составляет чуть более чем 400 квадратных метров. Следующая точка, куда мы приехали, это Королевский оперный театр. Это место считается главной площадкой в Омане, где проходят музыкальные и культурные события.
попасть в сам театр, нужно приобрести дополнительный билет. Он стоит 3 реала. Но мы решили ограничиться лишь внешним убранством этого оперного театра. Сейчас мы приехали в историко-этнографический частный музей, который называется Байт Аль-Зубаир, и немного в нем прогуляемся. Решили, что я пойду одна в этот музей, стоимость билета $9. Заходим в этот музей и видим самую лучшую карту Омана, по словам нашего гида. Здесь можно узнать о культуре этой страны, о том, где какие есть животные, где чем промышляют, какие достопримечательности. Мистер Кабас был главным султаном, который, можно сказать, построил весь Оман, которым вы видите сейчас. He was the first person who built this dynasty, Al-Busaidi dynasty. He was the Sultan Said bin Sultan. Здесь мы видим коллекцию ювелирных изделий, которые носили женщины в различные времена. Смотрите, какие красивые. Там было все из серебра, а здесь золотые украшения. В этом зале наблюдаем за музыкальными традиционными инструментами, на которых играли народы в Омане на различных фестивалях, праздниках. В этом зале представлена одежда, которую использовали во время свадебных церемоний. Особый интерес представляет собрание огнестрельного и холодного оружия, в том числе найденные при раскопках и прекрасно сохранившиеся португальские мечи 16 столетия. Посмотрите, какое чудо, как все это красиво, аккуратно представлено. Также мы видим одежду, которую носили в то время войны. Здесь мы видим как раз-таки эти мечи со времен Португалии. И здесь видим огнестрельное оружие. Также еще больше истории вы можете прочитать на плакатах, которые здесь развешаны практически на каждой стене. В этом зале мы можем полюбоваться на множество фотографий и макетов из Омана, его уникальную природу, замки. Еще Оман славится тем, что практически каждая дверь – это настоящее произведение искусства. В каждом зале просто идеальная чистота. Каждая экспозиция подписана, можно узнать больше об истории. Вот здесь как раз таки написано об истории окон и дверей, то, что их делали искусные мастера. И очень много этого исторического наследия по сей день можно увидеть в Омане. Зал традиционной женской одежды. Еще один зал с холодным и огнестрельным оружием. Здесь он, наверное, более такой обширный. Здесь даже можно посмотреть на патроны, которые использовали. И последний зал, по которому мы гуляем, это зал посуды. Огромные ступы, в которых прималывали различную пищу, либо специи. На территории Омана было найдено уникальное дерево, при раскрытии коры которого была найдена смола. Из этой смолы делают различные ароматы, популярные по всему миру. Я только что вам рассказывала об этом уникальном дереве, и на входе в музей увидели, что как раз-таки разжигают его смолу и чувствуется вот этот вот пряный аромат с оттенками цитруса.
После музея мы уже все вместе зашли в магазин. Здесь также витает запах ладана. Есть различные сувениры, открытки, духи. Сейчас гид нам показал в магазине, как выглядит смола этого ладана, который поджигает, и получаются ароматные запахи. Сейчас мы сделали остановку возле дворца султана, он также называется Ал-Алам Пэлас. Здесь мы сделаем фотографии, немного погуляем. Температура сейчас в мае очень жаркая в Омане, больше 40 градусов, поэтому долго находиться на палящем солнце невозможно. Как раз за моей спиной располагается главный вход в дворец султана. Но, как рассказал наш гид, султан здесь не проживает, но флаг, который развивается над дворцом, означает, что султан сейчас находится в стране. Если бы этого флага не было, соответственно, мы бы понимали, что султана в стране сейчас нет. Сейчас мы подъехали к другой стороне дворца, который расположен на берегу Персидского залива. Здесь открывается также вид на соседний форт. Дворец располагается между двумя фортами. Один можно наблюдать с набережной за моей спиной, а один находится совсем рядом. Совсем рядом в историческом районе располагается протяженная набережная, которая простирается вдоль берега моря. Через дорогу от набережной располагается один из старейших рынков, который здесь называется Сук. Он находится в районе, который называется Мутрах. И давайте тоже прогуляемся по этому рынку. На рынке также можно почувствовать аромат ладана. Помимо различных специй, тканей, сувениров, здесь также к вам подойдут продавцы и на чистом русском предложат купить, как они говорят здесь, настоящая подделка. То есть подделка на часы различных марок, подделки на сумки, на какие-то товары. То есть все мировые бренды здесь присутствуют. Окей. Вот. Национальный головной убор. Также можно померить на рынке. Ну и при желании приобрести. Все, что хотите, есть на рынке. И ожерелья, и сумки. На рынке даже встречаются магазины с антикварными товарами. Чего здесь только нет. И кинжалы, и какие-то фенечки, бусы, много камней, монет. Сейчас мы в одном из магазинчиков нюхаем местные ароматы арабские. У меня приятный нежный аромат. Ну да, интересно, они больше похожи по консистенции на масло, да. Pure quality one. Okay, not mixing any alcohol, not anyone. This is a pure one. This is called musk rayyan. Okay, you just to put in the pulse. Okay, just to put in the pulse. Okay, then you can. There's a little time the projecting smell. Ну очень приятно пахнет. Да, а у меня Арарат 3 звезды. Заканчиваем мы сегодняшний тур на берегу Аравийского моря, на набережной Корнич. Спасибо огромное агентству, которое называется Оман Сафари Турс. Если вы хотите также отправиться на городскую экскурсию, обязательно им пишите. Как всегда, оставим контакт в описании под этим видеороликом. Thank you so much for this tour. Thank you. Welcome. Но на этом, друзья, не прощаемся, продолжаем изучать Оман. Мы сейчас пришли отдохнуть в бассейне. Водичка просто шикарные, виды красивые. Я еще себе заказала кофеечек капучино. Приносит отдельно еще печенюшечку, поэтому ловим полный кайф. Знаете, здесь нужно постоянно купаться, потому что сейчас дикая жара в Омане. Ой, но водичка просто чудесная. Бассейн, ну, просто великолепный, потому что большой, просторный. И какое бы количество людей здесь не купалось, все равно здесь будет просторно.
бассейна открывается вид на новую часть города Маскат, на горы, на мечеть, которую мы сегодня посетили. Сейчас мы пришли в джакузи, и он не только бурлит, но еще и хорошо прогревает, потому что здесь горячая вода. Отправляемся в новое приключение. Сейчас едем к каньону Вади Шааб, до которого ехать порядка 1,5 часов из Манамы. Ехали мы чуть больше, чем 1,5 часа. И именно отсюда, с этой небольшой парковки, начинается наше путешествие к каньону Вади Шааб. Что же такое Вади Шааб? Это каньон с живописными видами, с ущельем, с пещерами, а также с лучезарной водой. По крайней мере, все это должны мы скоро увидеть. Еще стоит упомянуть, что же такое вади. В переводе с арабского это пересохшее русло реки. В Омане очень много различных вади, и вот к одному из них мы сейчас и направляемся. Сейчас у нас будет небольшая переправа на моторной лодке, за которую нужно будет отдельно заплатить. Также здесь есть продавцы, которые торгуют различными головными уборами, которые защищают от солнца. Есть водные боксы для телефона, для вашей аппаратуры. В общем, на берегу можно что-то себе прикупить. Переправа на моторной лодке стоит 1 реал с человека. Переправа заняла порядка 2-3 минут. А сейчас у нас будет прогулка около часа вдоль русла реки, как раз до каньона. Пока наша тропинка выглядит достаточно пологой, но приходится идти по камням, по песку. Также мы видим, здесь растут различные пальмы, бананы, фруктовые деревья. Но главное неудобство, конечно, доставляет солнце, которое жарит очень сильно. Если первая часть пути была вдоль камней, по широкой дороге, то сейчас мы пробираемся под скалами, в небольшом ущелье. Здесь нужно аккуратно проходить все повороты, потому что обрыв совсем рядом. Как сказал наш гид, сейчас уже начинается 3-я часть пути. То есть мы пробираемся не просто через скалы и ущелья, а мы пробираемся через скользкие скалы и ущелья, потому что под нами блестят камни, и они действительно очень скользкие. Нужно быть аккуратными, нужно освободить руки, убрать все в рюкзаки, и тогда уже спокойно идти и достигать своей цели. Спустя примерно минут 45 мы дошли до бассейна, в котором можно искупаться. Но мы решили идти дальше, потому что дальше мы можем увидеть любопытные, красивые пещеры. Сейчас пробираемся вдоль скал, по большим камням. Плюс, как я уже говорил, они довольно-таки скользкие. Периодически встречаются стрелки, когда вы можете понять, куда вам идти. Потому что без направления движения даже наш гид один раз случайно завернул не туда. Ну вот видели, друзья, к чему приводит некая нерасторопность. Одна нога теперь у меня мокрая, но надеюсь, это самое страшное.
Самая страшная неприятность, которая у нас случилась на пути. Спустя примерно 15 минут мы дошли до нашей следующей точки. Это еще один природный бассейн. И здесь, наконец-таки, мы сможем искупаться, о чем мечтали всю дорогу. Возле бассейна даже есть импровизированная переодевалка. Стоит небольшой шатер, которым все желающие могут воспользоваться. Ой, не получилось элегантно. Но здесь вряд ли получится, потому что по некоторым камушкам идешь, и они скользят. Но водичка — это просто что-то потрясающее. Сам бассейн не очень глубокий, где-то по пояс, но окунуться приятно, водичка прохладная, очень чистая. Природный бассейн имеет разную глубину, и он очень протяженный. Сейчас мы движемся вперед, чтобы найти пещеру, которая располагается немного поодаль. Нам встречаются многие туристы, которые надевают спасательные жилеты и берут сюда специальную обувь. Мы же без обуви, без спасательных жилетов сами плывем. Нужно просто быть осторожным и проверять, где какая глубина. Где-то встречаются действительно скользкие камушки, но не факт того, что если бы у вас была специальная обувь, это вас как-то спасет. Да, думаю, когда мы дойдем уже до конца, мы вам расскажем, нужна ли здесь специальная экипировка. Встречаются участки, где невозможно плыть, не нужно идти по камушкам. Но они непродолжительные, можно даже, вот как этот ребенок, бежать. Спустя примерно полчаса мы наконец достигли входа в пещеру. Долго мы до нее добирались, и порой все-таки необходима специальная обувь резиновая, потому что по камушкам не всегда удобно идти, потому что они скользкие. Ну а сейчас будем пробираться в пещеру. Пробираемся между огромных глыб, иногда прямо очень мало пространства. На самом деле голова проходит, значит все пройдет. Собственно говоря, мы в пещере. Не пришлось никуда заныривать, нырять. Ну и давайте покажу вам ее наконец-то. Маленькое пространство, очень много людей. Некоторые собираются по канату, чтобы сделать небольшой прыжок в воду. Все, покидаем мы эту живописную пещеру, где есть даже небольшой водопад. Можно прыгнуть прямо с обрыва вниз. На самом деле неплохо. Теперь нам придется еще добираться обратно немного. Ну как немного, те же, наверное, полчаса, которые мы шли сюда. Так, Али, как тебе впечатление от подобных пещер? Слушайте, обязательно берите с собой обувь. Это очень важно. Да, резиновые тапочки — это самая лучшая обувь, которая здесь вам пригодится. Но мы вот с Томой добрались без тапочек. В принципе, тоже это возможно. В итоге мы доплыли обратно, переоделись и возвращаемся назад. Так, ребята, мы добрались до места посадки на катер, чтобы переплыть эту заводь. Нужно сказать, что путь обратно был гораздо сложнее, чем мы шли туда. Палящее солнце, больше 40 градусов точно, 42, 44, не знаю. Плюс к этому, видимо, когда мы пришли туда, мы провели 1,5 часа в воде, причем не просто купались же, да, мы же шли до пещеры, потом обратно возвращались, достаточно такой непростой путь. И потом обратно, то есть обратный путь был очень сложный. Поэтому обязательно берите с собой воду, берите с собой кепки, шляпы, берите с собой крем солнцезащитный, удобную обувь, туда кроссовки, там уже резиновые тапочки, в общем, солнцезащитные очки не забывайте. В общем, нужно готовиться к этому приключению заранее. Особенно если вы едете в теплые месяцы. Вот сейчас, допустим, у нас май. Если вы, конечно, едете в декабре, в январе, то есть зимой, то здесь, я думаю, будет прохладно. Но не сейчас. Сейчас наш поход в этом каньоне дался нам непросто. Особенно, как я уже сказал, путь обратно. Так, потихоньку вот приплыла наша лодка.
Ждем, видимо, еще пару-тройку пассажиров. Переплавляемся обратно к парковке. В итоге Али пошел первым. Мы с Томой вдвоем сейчас на моторной лодке, а наш гид даже немного подотстал. Фу, наконец-то ветерок. Фу. Сейчас мы приехали в деревню, которая называется Бима, и наш гид хочет показать нам красивый парк, где можно также искупаться. Место называется Sinkhole. Действительно красивые здесь растения, за ними мы видим, что ухаживают. Вот эти балийские популярные вкусно пахнущие цветочки. И все это с видом на горы. Сейчас мы увидим некое чудо. Вау, это природный бассейн, похожий на Сенот в Мексике. Здесь также можно спуститься по лестнице, что мы и сделаем, и искупаться в нем. Бассейн действительно поражает своим размахом. Он очень большой, огромная пещера. А людей, кстати, не так много. Заход немного каменистый, но в целом можно здесь обойтись и без тапочек. Водичка чистая, прохладная, такого зеленого оттенка. Казалось бы, не так давно мы плавали, купались, но после такой прогулки обратно еще раз искупаться не повредит. Сейчас солнце лишь с одной стороны бассейна, и там, где тень, вода кажется очень темной, чуть ли не черной, а в другом месте она светлая и прозрачная. Как я уже говорил сверху, то что бассейн действительно огромный. То есть его размеры поражают. В воде встречаются рыбки, которые могут вас иногда поклевывать. Но касательно глубины, то сейчас, естественно, когда я уже доплыл до середины этого бассейна, то здесь до дна я не достаю. То есть сам этот природный бассейн достаточно глубокий. Уж не знаю, сколько метров, но судя по тому, что я не вижу под собой дна, то больше 5 метров, наверное. Интересный природный бассейн. Иногда проплывают здесь рыбки, кусают туристов, но пока я ни одной не видела. Тем не менее, водичка здесь прохладная. Немножко плавает природный мусор с деревьев какой-то, но это ничего страшного, как мне кажется. В любом случае, освежиться было очень приятно. Мы провели 2 замечательных дня. Вначале посмотрели главные достопримечательности столицы Омана, города Маскат. Потом поехали на природные достопримечательности. Видели с вами и природный бассейн, видели с вами каньон, Вади-Шаб. Поэтому мы очень благодарны нашему гиду и компании, с которой поехали. Компания называется Oman Safari Tours. Как всегда, контакты ищите в описании под видеороликом. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And I really love to travel with you, and I love to show you the many places. Like we saw Wadi Shah, we saw Bima Sinkhole, and we have a beautiful Muscat city too. So it was a nice experience for me also. I hope you enjoyed well our services. So come back again and invite your friends and invite your families, and you can give your good feedback that how our services has done. Ну а если вам, ребят, понравился выпуск, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии, если у вас есть какие-то вопросы. И до новых встреч! До новых встреч в Омане. Пока, ребята. Пока, друзья. Пока.